Когда парализованная девочка, несмотря на внезапный приступ кашля и хныканья, продолжала прижимать к себе свою собаку, ее родители поняли, что случилось что-то ужасное, и немедленно попытались позвать ее на помощь. Но то, что доктор сделал дальше, повергло их всех в шок. «Нам придется усыпить его», — сказал доктор Уилсон, посмотрев на Марту и Филиппа. Пока он говорил, их 4-летняя дочь Ава крепко обнимала своего пса, не желая выпускать его из виду ни на минуту. Это было единственное, чего они избегали в течение нескольких недель. Макс был хорошей собакой и стал лучшим другом Авы с тех пор, как Филипп привел пса домой для своей дочери. Но теперь все должно было измениться. Доктор дал им 2 дня, чтобы смириться с этой новостью. Однако за это время они так и не смогли найти способ рассказать своей дочери о том, что происходит. Но Ава была умной девочкой и легко почувствовала, что родители пытаются что-то от нее скрыть. Итак, она настояла на том, чтобы в тот день пойти с ними в кабинет ветеринара, после того, как ей сказали, что Макс собирается на последний осмотр. Пока доктор Уилсон и родители Авы обсуждали, как действовать в сложившейся ситуации, в комнате внезапно воцарилась тишина, а Макс начал сильно кашлять и скулить от боли. Ава продолжала крепко обнимать его и гладить по спине, но это не помешало бедному псу заплакать. «Что-то не так», — тихо сказал Филипп, надеясь, что дочь его не услышит. Он никогда раньше так не кашлял и не плакал. Прежде чем Марта и Филипп смогли разобраться в ситуации, доктор Уилсон поднялся со стула и подошел к Аве. У молодой девушки было растерянное выражение лица, которое быстро сменилось грустью, когда доктор взял Макса у нее на руки и вынес его из кабинета, никому ничего не объясняя. Филипп окликнул доктора Уилсона, попросив его подождать, но когда ветеринар не ответил, он последовал за ним из кабинета, пытаясь догнать его. Но это было почти невозможно сделать, так как ветеринар и Макс вскоре скрылись в одном из многочисленных кабинетов. Филипп был потрясен. Он знал, что им придется усыпить собаку, но надеялся, что собака проявит немного сострадания и позволит его дочери в последний раз попрощаться со своей лучшей подругой. Марта осталась, пытаясь успокоить Аву, которая не переставала плакать. Маленькая девочка продолжала спрашивать свою маму, что будет с Максом, но Марта не могла дать ей никакого ответа. Видя, что ни ее муж, ни врач не собираются возвращаться в ближайшее время, она вывела дочь из кабинета, чтобы они сами попытались выяснить, куда он делся. Марта беспокоилась о том, что может случиться с Максом. Если ветеринар действительно увез его, чтобы подвергнуть эвтаназии, это означало, что ему придется пережить свои последние минуты в одиночестве. Она не могла вынести этой мысли. Пес принес много радости в их жизнь с тех пор, как Филипп привез его домой почти 2 года назад, и мысль о том, что он совсем один и напуган, разбивала ей сердце. Будучи молодой супружеской парой, Филипп и Марта не могли дождаться начала совместной жизни, и вскоре пара ожидала появления на свет маленькой девочки. Но когда ей пришло время появиться на свет, при родах возникли осложнения, и врачу пришлось срочно провести кесарево сечение, чтобы убедиться, что и ребенок, и мать выжили. К счастью, у них обоих все получилось, но что-то еще было не так. Поскольку роды продолжались очень долго, прежде чем они решили сделать кесарево сечение, маленькая Ава родилась парализованной. Медсестры сколько могли старались ничего не говорить Марте и забрали малышку, чтобы посмотреть, что они могут для нее сделать. Но, став молодой матерью, Марта запаниковала и не успокоилась, пока к ней не привезли дочь. Увидев свою дочь в первый раз, Марта и Филипп почувствовали необъяснимый прилив любви.
Когда Марта в конце концов отпустила малышку и передала ее на попечение медсестер, счастливой паре сообщили душераздирающую новость. Марта и Филипп были в отчаянии, но Ава была их дочерью, и они знали, что будут любить ее, несмотря ни на что. Они собирались постараться сделать ее жизнь максимально комфортной. Когда Ава подросла, родители записали ее на сеансы физиотерапии, надеясь, что это поможет ей ходить. Они водили ее к нескольким врачам, и с каждым годом Аве становилось лучше. Она по-прежнему нуждалась в помощи матери или отца, чтобы передвигаться, но могла самостоятельно проходить небольшие расстояния. По мере того, как Ава становилась старше, врач, проводивший физиотерапевтическое лечение, посоветовал Филиппу и Марте завести для их дочери домашнюю собаку. Это было предположение, о котором им никто раньше не говорил. Любовь и преданность, которые может подарить домашнее животное, ни с чем не сравнимы, но собака также станет достаточным стимулом для жизни дома, и, увидев, как она бегает, Ава тоже может захотеть переехать. Марта и Филипп обсуждали это решение по дороге домой. У них никогда раньше не было домашнего животного, и хотя они доверяли доктору, пара не была уверена, что если у них будет еще кто-то, кто будет зависеть от них, это сработает. На следующий день, когда Филипп возвращался с работы, слова доктора все еще не давали ему покоя. Недалеко от того места, где он работал, был приют для животных, и он решил, что не будет никакого вреда, если он осмотрит окрестности и рассмотрит варианты. Осматривая коллекцию собак, Филипп не знал, что он ищет. У него никогда раньше не было собак, но он был уверен, что узнает подходящую, когда увидит ее. Животных было так много, но ни одно из них, казалось, не привлекло его внимания. Но когда он прощался с работником, который показывал ему окрестности, он, наконец, увидел то, что искал. Собака была крупной, но не настолько, чтобы одолеть его дочь. Когда он подошел к ней поближе, в ее глазах было что-то дружелюбное, что привлекло его. Видя его интерес, работник начал подробнее рассказывать о собаке, и чем больше Филипп узнавал о ней, тем больше понимал, что нашел то, что искал. Пса звали Макс, и несколько недель назад семья, с которой он жил, бросила его. Несмотря на то, что Максу пришлось нелегко на улице, он был просто в восторге, когда его привезли в приют. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому окружению и людям, которые его окружали, но он был одним из самых послушных домашних животных, которые у них были. За то короткое время, что он там жил, Макс даже подружился с другой собакой, но та была усыновлена несколько дней назад. Филипп немного рассказал охраннику о своей дочери и о ситуации, в которой они оказались. Работник сообщил ему, что собака идеально подошла Аве, потому что была очень активной и любила передвигаться. Филипп позвонил своей жене и сказал ей, что собирается привезти домой собаку, как и советовал доктор. Несмотря на то, что они не были уверены, получится ли у них, они пообещали сделать все возможное для своей дочери. И если собака — это то, что ей нужно для дальнейшего процветания и выздоровления, то именно это они и собирались сделать. К тому времени, когда Филипп привел Макса домой, Ава уже ждала его. Ей было любопытно посмотреть на собаку. Ее мама сообщила ей о своем решении завести домашнее животное и хотела, чтобы она пообщалась с Максом, как только он приедет. Филипп подтолкнул собаку вперед, побуждая ее подойти поближе к Аве. Маленькая девочка не знала, что делать, но протянула руку и приветливо улыбнулась. Макс подошел к ней и лизнул протянутую руку, после чего радостно залаял и завилял хвостом. Ава рассмеялась в ответ и поблагодарила родителей за этот драгоценный подарок. В последующие недели Марта и Филипп поняли, что приняли правильное решение. Макс был активен и с большой любовью относился к Аве.
Казалось, он понимал ее потребности без слов маленькой девочки и активно поощрял ее к передвижениям. Поход в парк с Максом был одним из самых ярких событий в жизни Авы. Видя, как он радостно бегает и играет, она старалась изо всех сил во время сеансов физиотерапии, потому что хотела иметь возможность активно играть и с ним тоже. Для Марты и Филиппа присутствие Макса было утешением, о котором они и не подозревали. Собака запомнила, когда они возвращались с работы, и всегда ждала их у входа. Такой радушный прием после утомительного рабочего дня был самым лучшим для них обоих. Во всяком случае, Макс сыграл важную роль в сближении семьи, а присутствие собаки способствовало тому, что они проводили больше времени вместе, занимаясь веселыми делами. Но молодая семья не знала, что их ждет сюрприз. Когда они отмечали год с тех пор, как Макс был представлен их семье, Марта начала замечать небольшие изменения в поведении собаки. У нее постоянно появлялись водянистые выделения из глаз, которых она раньше не замечала. Всякий раз, когда она или Ава пытались покормить его, пес часто отказывался есть и предпочитал отдыхать. Такая потеря аппетита стала неожиданностью для семьи, потому что Макс всегда поглощал все, что ставилось перед ним. Поскольку он был очень активным псом, ему регулярно требовалась еда, которую они с радостью давали. Но в конце концов Марта и Филипп забеспокоились, когда у собаки появились признаки лихорадки. Она кашляла, и ее часто рвало всем, что ей давали. Марта и Филипп обратились к ветеринару, с которым их познакомил друг, желая узнать, что не так с их любимой собакой. Поскольку это был первый случай, когда он заболел, супруги надеялись, что это не было чем-то слишком серьезным, и пришли в уныние, когда поняли, насколько смертельной была болезнь. Ветеринар сообщил им, что у собаки была собачья чума. Должно быть, он заразился в один из дней, когда его вывели поиграть. Когда Макса выводили, рядом с ним, должно быть, была собака с таким же заболеванием, и, к сожалению, он тоже заразился. Ветеринар сообщил им, что, хотя чума у собак является одним из наиболее предотвратимых заболеваний, она также является одним из самых тяжелых и очень трудно поддается лечению. Марта и Филипп не были уверены, что с этим делать. В приюте им сказали, что собака была привита, что должно было предотвратить подобные вещи. Однако ветеринар сообщил им, что ни одна вакцина не является полностью эффективной, и всегда есть небольшая вероятность того, что собака может заболеть самыми маловероятными заболеваниями. Поскольку собака уже была в офисе, врач предложил оставить ее там, чтобы она могла немедленно приступить к лечению. Супруги согласились и вернулись домой, не зная, что сказать своей дочери. Когда Ава заметила это и спросила родителей о Максе, они только сообщили ей, что он болен, но решили скрыть от нее, насколько это серьезно. Филипп надеялся на хорошие новости от врача, но их не было. Чумку у собак трудно определить. Чем дольше это продолжается, тем труднее поддается лечению, и выживаемость может быть очень низкой. После нескольких дней лечения Максу позвонил врач и сообщил, что они мало что могут сделать. Собака плохо реагировала на лечение, и у супругов не было другого выбора, кроме как усыпить ее. Это был лучший способ избежать в будущем боли и стресса, которые болезнь могла вызвать у его организма. Ветеринар попросил их приехать за ним и провести с ним еще несколько дней, прежде чем принимать трудное решение. Несмотря на то, что им было дано время на принятие решения, Марта и Филипп долго не могли решить, что делать, особенно когда увидели Эву с Максом. Они приехали в офис ветеринара, надеясь убедить его продолжать попытки, но им снова сказали, что у собаки нет шансов выжить. Теперь доктор ушел вместе с Максом,
и Марта была напугана тем, что может произойти дальше. Они продолжали искать доктора, пока Марта, наконец, не наткнулась на медсестру, которая отвела ее к доктору. Когда они уже собирались войти, ветеринар вышел из палаты с табличкой «Неотложная помощь» и посмотрел на них с улыбкой. Филипп тоже только что нашел ветеринара и выглядел удивленным, увидев, что Марта и Ава уже там. Все они были возмущены его внезапным исчезновением и сказали ему, что не имели права вот так забирать у них любимую собаку. Ветеринар извинился за свою резкую реакцию и отвел их обратно в свой кабинет, чтобы объяснить, что он сделал. Ветеринар объяснил, что он так отреагировал, потому что думал, что пес вот-вот умрет, и не хотел, чтобы он умер на руках у Авы, еще больше травмировав маленькую девочку. Но когда ему удалось провести собаку в запретную зону, у него появилась возможность рассмотреть ее поближе. Именно тогда он понял, что, несмотря на то, что болезнь все еще была в тяжелой стадии, собака на самом деле демонстрировала внезапные признаки выздоровления. Внезапный кашель был положительной реакцией на лекарство, а не отрицательным симптомом. За это время он провел несколько экспресс-тестов и был рад обнаружить, что его иммунная система снова в строю. Все, что требовалось сделать Марте и Филиппу после выписки, это обеспечить Максу достаточный отдых, необходимые лекарства и время для восстановления. Супруги были в восторге от хороших новостей и сообщили своей дочери, что все будет хорошо. Они вернулись домой с надеждой, что Макс положительно отреагирует на лечение. 3 недели спустя паре позвонили из офиса ветеринара и попросили приехать и забрать Макса. Ему стало лучше, чем во время их последней встречи, но пройдет еще много времени, прежде чем он снова станет счастливым, жизнерадостным псом, которого они знали и любили. Для Макса путь к выздоровлению был долгим и трудным, но, к счастью, у него была любящая семья и поддержка, в которой он нуждался, чтобы пройти через это. Ава всегда была рядом с ним, когда могла, напоминая ему, что все наладится. Он был рядом с ней, и теперь она собиралась сделать то же самое. 2 месяца спустя Макс полностью выздоровел и снова встал на ноги. К удивлению Марты и Филиппа, Ава тоже стояла. У нее все еще были некоторые проблемы с ходьбой на длинные дистанции или бегом, но теперь она наконец-то могла поиграть со своей лучшей подругой. И будущее представлялось им обоим светлым. Какая невероятная история. Как вы думаете, Марте и Филиппу следовало разрешить ветеринару усыпить собаку? Хотели бы вы быть рядом со своим питомцем в последние минуты его жизни? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже и до встречи в следующем видео.